Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, вы очень удачно зашли. Сегодня я приготовила вот такую полезную вкуснятину. Кутабы с тыквой. Существует множество рецептов приготовления кутабов с тыквой. Этот рецепт один из самых простых и практичных, ведь я сегодня готовлю не просто кутабы с тыквой, а ленивые кутабы с тыквой. Иными словами, готовить буду только начинку, а вместо теста использую лаваш. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам этого вкуснейшего, ароматного и богатого микроэлементами лакомства вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления кутабов с тыквой вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Итак, начну с лука. Лук я предварительно положила в холодную воду, затем сняла шелуху и вновь положила в холодную воду. Так глаза хотя бы на чуток меньше горят и слезятся. Теперь нарезаю лук мелкими тонкими перышками, солю и чуть-чуть мну. Так лук станет вялым и отлично обжарится до нежно-золотистого цвета. В горячую сковороду наливаю оливковое масло. В эту же сковороду отправляю мелко нарезанный лук и, периодически помешивая, обжариваю его до бледно-золотистого цвета. А пока обжаривается лук, займусь тыквой. Тыкву нарезаю на толстые плоские куски, как шайбы, и снимаю кожуру. На мой взгляд, такой метод снятия кожуры у тыквы упрощает эту работу. Друзья, если вы знаете другие более практичные способы очистки тыквы от кожуры, поделитесь, пожалуйста, опытом. Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Нарезав тыкву на крупные кубики, примерно по 2 сантиметра, отправляю ее к обжаренному луку и под закрытой крышкой тушу все вместе примерно 10-12 минут. Да, при желании оливковое масло, конечно же, можно заменить на любое рафинированное растительное масло, но с оливковым маслом получается вкуснее. Имейте это в виду. За то время, пока тушатся овощи, очищаю гранат, разбираю его на зерна. Желательно, чтобы зерна граната были мясистыми и сочными. Вот и я. Мелкие зерна убираю в кутабы, они не вариант. За это время тыква сварилась. При желании готовность тыквы можно проверить, проткнув ее ножом. Обжаренную с луком тыкву солю, чуть-чуть перчу и мну картофеля мелко. Все, начинка готова. Перекладываю начинку в другую посуду, чтобы она быстрее остыла. И даю начинке чуть-чуть остыть, чтобы было удобно с ней работать. А чтобы в зернах граната максимально сохранились микроэлементы, насколько это возможно, добавляю их уже в остывшую начинку. Я пока не все зерна граната добавила в начинку, при необходимости добавлю еще. Ну что, начиняю кутабы, вернее лаваши. Раскладываю на дощечке лаваш, кладу на лаваш в среднем 2-3 столовые ложки начинки и, не доходя до края, ровно распределяю начинку на одну половинку лаваша. Примерно 1 сантиметр оставляю на вылет. Затем обмакиваю палец в воду и прохожу по краю лаваша. Это можно сделать с помощью кисточки, я так, по-простому. После складываю лаваш, осторожно придавливаю на края и прикрепляю их. За это время края лаваша хорошенько намокли, и они прекрасно клеятся между собой. Друзья, для приготовления ленивых кутабов я обычно использую маленькие лаваши диаметром 10-12 сантиметров. Так кутабы получаются аккуратнее. К тому же, честно говоря, посуда, в которой я буду их жарить, не позволяет мне сделать большие кутабы. Если вы захотите и можете себе позволить приготовить большие кутабы, то начинки надо бы положить побольше. Единственное, что советую предварительно хотя бы на глаз разделить начинку согласно количеству лаваша. Хотя, думаю, если даже останется немного начинки, то эта пюрешка не пропадет. Ну и лаваш найдет себе применение.
Друзья, как я уже говорила и вы это видели, я в начинку кутабов с тыквой кладу зерна граната, так как тыква сладкая, и от этого кутабы могут получиться приторными. Зерна граната балансируют вкус кутабов, за счет чего кутабы становятся кисло-сладкими. Если вы тоже хотите получить кисло-сладкие, а не приторные кутабы, но в том регионе, где вы живете с гранатом, ну скажем так, напряженка, то можете заменить зерна граната на барбарис или хотя бы положить в начинку четверть чайной ложки лимонной кислоты. Также можно положить в начинку сумах. Мы любим насыпать сумах прям сверху кутабов. Еще такой момент, я обычно начинку готовлю с вечера, а начиняю лаваш уже утром. И тут же жарю кутабы, чтобы начинки кутабы не размякли. Все, лаваши начинила. Из указанного количества продуктов у меня получились 7 кутабов. Иду к плите. Сейчас будем жарить кутабы. Для жарки кутабов можно применить какую-нибудь старую сковородку, которую не жалко. Я обычно для этого применяю чугунный противень. Противень уже горячий. Я его заранее поставила на огонь, когда начиняла кутабы, вернее лаваши. Кутабы жарю на огне чуть выше среднего с двух сторон, без масла и в 2 этапа. Сперва жарю их по 6-7 минут с каждой стороны, затем по 3-4 минуты уже по второму кругу, ну и с каждой стороны, естественно. Горячие кутабы обмазываю сливочным маслом. Первый кутаб обмазываю с двух сторон, остальные только с одной стороны, так как когда они накладываются друг на друга, нижняя сторона каждого кутаба на автомате обмазывается маслом. Дальше, как на конвейере, обжаренный кутаб снимаю с огня, кладу его на готовые кутабы и обмазываю его сливочным маслом, а на его место в противень кладу следующий начиненный лаваш. Ну что, друзья, мы с вами приблизились к финишной прямой. Вот так вот, не торопясь, обжарила все кутабы друг за дружком и еще в горячем виде обмазала их сливочным маслом. Это все, что требовалось сделать. Вуаля, друзья! Самые простые в приготовлении и неимоверно вкусные, ароматные и очень полезные ленивые кутабы с тыквой готовы. Обязательно приготовьте такую вкуснятину для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Да, не забудьте насыпать кутабы сумахом. Сумах придает кутабам особую изюминку. Ну все, друзья, самые вкусные кутабы – это горячие кутабы прямо с печи. Поэтому я пока прощаюсь с вами, и мы пойдем позавтракать. Я всем желаю приятного аппетита, бодрого настроения на весь день и благодарю вас за просмотр. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Мне очень приятно их читать. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкуснейшие и практичные рецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!